Всем привет! Цены на новые автомобили в России потихоньку снижаются, но покупатели продолжают бойкот автодилеров. На днях начали продавать антикризисные автомобили без подушек безопасности, АБС и системы Эра ГЛОНАСС, практически по тем же ценам. Правительство объясняет это тем, что нужно сохранить производство и рабочие места на автозаводах. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. В мае этого года правительство приняло постановление номер 855, которым узаконило выпуск автомобилей по упрощенным, фактически старым, нормативам. Список отличий таких машин от тех, что выпускались ранее, довольно обширный, и по сути мы вернулись к нормативам 15-летней давности. Минпромторг считает, сейчас это, пожалуй, единственным выходом, чтобы перезапустить работу предприятий в условиях санкций. А это не только обновление автопарка, сохранение производства и рабочих мест на автозаводах. Это в целом позитивно скажется на экономике. Ведь давно подсчитано, что одно рабочее место в автопроме создает 10 рабочих мест в смежных отраслях. Недавно был проведен опрос, что думают автолюбители про антикризисные автомобили. Исходя из результатов опроса, 39% таким упрощением недовольны и считают, что оно приведет к деградации российского автопрома. 23% опрошенных полагают, что мера эта временная и другого выхода пока нет. 16% беспокоятся о том, что пострадает безопасность автомобиля, а 22% уверены, что покупателей это вряд ли расстроит. Минпромторг считает, что при всех минусах данного решения есть все-таки один очень важный плюс, который их перевешивает. Это то, что российский автопром продолжит функционировать. Нужно, чтобы предприятия хоть как-то работали, а люди получали зарплату. Да, автомобили станут менее безопасными, но тут уж их будущим владельцам нужно не забывать об этом, когда они сядут за руль. Да, такие машины не будут современными, но их все равно купят, потому что выбора с каждым месяцем становится меньше. К тому же упрощенные версии должны быть хоть немного дешевле. Но главное в другом. Предприятия производят автомобили, а клиенты платят за них деньги. Все это точно не помешает нашей экономике, которая сегодня находится в непростых условиях. Минпромторг утверждает, что это вынужденная мера, которая носит временный характер. Насколько она затянется, сказать сложно, но за этот период все равно будут предприняты определенные шаги, чтобы решить эту проблему. Это касается как поиска альтернативных поставщиков, так и создания подобной отрасли внутри страны. Хочется надеяться, что все это не останется только на бумаге. Ну и обещанная мною шутка юмора. Вышли с женой из магазина, на ступеньках котенок, няшный такой. Жена умилительным голосом: «Какой хорошенький, давай ему голову оторвем». Люди вокруг начали беспокоиться и оборачиваться, пока мы рыбу из пакета не достали. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Как относитесь к антикризисным автомобилям? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните о том, что главное в жизни оставаться человеком.